Привет, друзья, с вами Марти, и изначально это видео задумывалось как обзор и тестирование камуфляжей Spectre и Spectre SKVO, но затем я решил, что на фоне этого обзора можно сделать намного более интересное и информативное видео про выбор подходящей расцветки камуфляжа. Думаю, эта тема будет многим интересна и полезна, так что заваривайте чай, распаковывайте сухпайок, погнали! Если вы еще не в курсе, я уже 8 лет занимаюсь страйкболом и за это время успел перепробовать немало расцветок камуфляжа. К тому же на моем канале уже выходило несколько видео с тестами различных российских камуфляжей. Так что, товарищи, я прекрасно понимаю основные принципы маскировки и насколько хорошо себя проявляет тот или иной рисунок камуфляжа на разных типах местности. Для тех, кто не особо шарит в этой теме, сразу хочу сказать, не существует идеального камуфляжа. Любой, даже самый распиаренный камуфляж может отлично маскировать в одних условиях, но при этом отвратительно работать в других. Поэтому при выборе камуфляжа очень важно заранее понимать, на какой местности вы будете его использовать. Также очень важным фактором является универсальность камуфляжа. То есть он должен не только сливаться с конкретным фоном, но и в целом ломать силуэт бойца и делать его менее заметным на любой местности. Поэтому последние лет 20 во многих странах есть тенденция на осветление камуфляжа, потому что боец в темном камуфляже с увеличением расстояния превращается в заметное темное пятно, а более светлая расцветка заметно меньше выделяется даже на неподходящем фоне. Именно поэтому мне категорически не нравится современный камуфляж российской армии, а именно ЕМР, что расшифровывается как единая маскировочная расцветка. Да, он довольно хорошо маскирует в лесах средней полосы и на фоне сочной зеленой растительности, но стоит поместить солдата в другой тип местности, например в поле или город, как он превращается в темно-зеленое пятно. А ведь современные боевые действия в основном ведутся именно в городских условиях, так что по мне единый армейский камуфляж должен быть более светлым и универсальным. Частично данную ситуацию исправляет введение штатного маск-халата 6Ш122, у которого есть две более светлых расцветки камуфляжа. Но ведь снаряжение и каверы на шлемах все равно остаются в темно-зеленой расцветке. В общем, надеюсь, вы меня поняли, что темный камуфляж с явным доминированием одного, в частности зеленого цвета, не может быть достаточно универсальным. Думаю, теории достаточно, перейдем непосредственно к камуфляжам Spectre и Spectre SKVO от российской компании SSO. Я очень давно хотел сделать обзор этих расцветок, но, к сожалению, производитель вообще не шел на сотрудничество и совершенно не стремился как-то продвигать свой фирменный камуфляж, в отличие от его конкурентов. Поэтому все необходимое мне прислал мой постоянный спонсор магазин Grey Shop, который занимается продажей российской военной экипировки с доставкой по всему миру. Для иностранных клиентов цены, конечно же, в долларах, а для жителей России есть русскоязычный сайт Orion Spec, где все цены в рублях. Там вы можете приобрести все необходимое для создания образа российского силовика. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Хоть Spectre не настолько распиарен, как его основной конкурент Surpat, камуфляж этот отнюдь не новый. Он был разработан компанией ССО еще в 2010 году по заданию руководства ЦСН ФСБ и с тех пор активно применяется в силовых структурах. Причем в обеих расцветках производятся не только маск-халаты, но также полевая форма и снаряжение. Вы наверняка сразу спросите, а почему так мало фотографий бойцов в данном камуфляже? Да потому что его в основном используют в полевых условиях, а не на адресной работе. Потому и фото-видеоматериала крайне мало. Да и сам производитель вообще никак не пытается пиарить свой камуфляж, в отличие от основных конкурентов. В линейке Spectre есть два камуфляжа. Базовый, он же обычный Spectre, и СКВО, что расшифровывается как Северокавказский военный округ. Как вы, наверное, уже поняли, базовый Spectre предназначен для маскировки на зеленых растительных фонах, а Spectre СКВО лучше подходит для южных регионов, где преобладает степная и горная местность.
Что касается ткани, то качество просто отличное. В частности, на масс-халатах она очень мягкая и хорошо продувается. Перейдем к тестам. Начнем с сочного зеленого луга. Благодаря использованию светло-зеленой основы базовый спектр отлично сливается с местностью, несмотря на наличие яркого солнечного света. Как вы уже знаете, именно в таких условиях более темные камуфляжи превращают бойца в темно-зеленое пятно. А вот спектр СКВО для такого фона слишком светлый, поэтому заметно выделяется. Сейчас же мы выбрали более светлый фон, соответственно, спектр СКВО показывает себя заметно лучше. Ну а теперь ваша задача найти двух человек, которые особо и не прячутся, но при этом выбрали наиболее подходящий фон. Я думаю, внимательный зритель уже успел их обнаружить. Попробуйте снова. В этот раз они вообще не прячутся. Думаю, вы заметили, что спектр СКВО отлично работает на фоне стволов деревьев, а также сухой растительности. Ну а базовый спектр в тенистом лесу с густым подлеском работает еще лучше, чем на светлом лугу. Но если выбирать более универсальный камуфляж, я, конечно, отдам предпочтение расцветке спектр СКВО. Обычному спектру он проигрывает только на сочном зеленом фоне, но зато посмотрите, как он работает в городских условиях. Напомню, что изначально этот камуфляж не предназначен для города, но при этом, на мой взгляд, в условиях города он делает бойца намного менее заметным. Не стоит также забывать и про хорошую ИК-ремиссию у обоих камуфляжей, то есть в ПНВ они сохраняют свои маскирующие свойства. Если в качестве формы вы выберете костюм партизан, то дополнительным бонусом для вас будет изнаночная сторона этого костюма, которая имеет более светлый и блеклый окрас для использования на осеннем фоне. Если вы хотите приобрести костюмы в обоих спектрах, но не знаете, в какой расцветке выбрать снаряжение, то, на мой взгляд, лучше выбрать спектр СКВО. Даже поверх костюма в обычном спектре смотрится довольно неплохо. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось. Приобрести одежду и снаряжение в данных расцветках можете в магазине Grey Shop. Все ссылки в описании к видео. Меня поддержите лайком, подписывайтесь и маскируйтесь правильно.